погоду дома сидеть? Надо быть очень скучными детьми. Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лесу Деда Мороза? Глаза сестренки округлились. Милости прошу к нашему шалашу. Ты счастлив, зайчик? Я подпрыгнул до звезд и кувыркнулся. Мой крик слышала вся Небыляндия. Счастлив! И все, таблетки отпустили. Так. Я проснулся с улыбкой впервые за долгие дни, проведенные в новом доме. В этот раз счастье не отпускало, и, наслаждаясь им всем телом, я сладостно потянулся. За окном, радуясь яркому январскому солнцу, весело пели красногрудые красавцы-снегири. Их чириканье дарило мне надежду, что однажды лысый лес за окном вновь обратится в райскую кущу на радость родителям и сестренке. Детский топот ног и собачий лай наполнили коридор. Дверь в мою спальню широко распахнулась, обдав меня теплым ветерком и ароматом свежезаваренного кофе. На пороге стояла светящаяся часть Оля, а в ее руках непрерывно ерзала, виляя хвостом, умилительная жулька. Тоша, гляди, гляди! Папа разрешил ей остаться! Прикольно. На глазах сестры выступили слезы радости. У меня теперь есть собака! Надо помыть ее от блох, блин. От столь потрясающей новости я даже подскочил с кровати. Да ведь это же Жулька! Сам ты Жулька! Ее зовут Принцесса! Да, ваше высочество? Ваше высочество. Собака одобрительно тявкнула. Тук-тук. Можно к вам? Заходи. К моей полной неожиданности улыбающийся папа переступил порог и, что более удивительно, в обнимку с мамой. Как тебе пополнение? Да прикольно. Что у вас творится-то вообще? Мне эта дуреха под колеса бросилась, еле вырулил. Машину поцарапал, думал, голыми руками удавлю. А заглянул ей в глаза. Они такие, как бы сказать... Умные. Во! А сама дрожит вся. Ну, говорю, ладно, доедешь со мной до дома и сиденье не обгадишь, тогда оставайся. Принцессы не гадят. Они лишь тихо серут. Мы дружно засмеялись, точно как раньше, когда любая незначительная мелочь могла рассмешить в 2 счета. Чего замолчал? Давай, продолжай. Мама хитро посмотрела на папу. Тот, покраснев, отвел взгляд, словно дети, ей-богу. А еще из хороших новостей, ваш папа получил повышение. Это опять сон, короче. Грешно, конечно, радоваться, ведь старший бухгалтер пропал все-таки. Но, как говорится, нет худа без добра. Это значит, тебя чаще не будет дома? Это значит двойную надбавку плюс премии. Правильно, Карина. Так что готовьтесь. На следующей неделе нас всех ждет семейное путешествие. Это точно сон. От этих слов мое сердце забилось сильнее. Куда? Оля даже выпустила дворняжку из крепких объятий. Неужели в Макдональдс? Скажешь тоже, Оль. Правильно. Теперь нету Макдональдса. Вкусно и точка. И все. И хер вам. И точка. Бери выше. Мы давно уже планировали эту поездку, да все не получалось. Да не может быть. Вы брешете. Вы что-то вы меня разводите. Что-то какая-то херня. А ну давайте колитесь. Вы уж простите нас, ребятки.
Мама кулачком смахнула слезу. Да ладно тебе, Карин. Все в прошлом. В общем, собирайте чемоданы, летим в Диснейленд! От радости мы с сестрой запрыгали до потолка. К нам присоединилась разодоренная громкими речами собачонка. Диснейленд! Диснейленд! Наш восторженный визг целиком заполнил дом, принеся по чердаку и водосточной трубе облетел двор и скрылся в сверкающем белизной лесу. А вместе с ним ушло и страшное слово на букву «Р». Я поклялся, что навсегда запомню этот день, когда с родителями наконец-то спали маски пренебрежения, а под ними оказались лица людей, которых мы всегда знали и любили. Лилия Павловна все еще не вернулась в школу из-за пропажи Кати, поэтому сегодня я выспался и шел засветло только к 3-му уроку. Проложенная тропинка вела чернеющим домиком на фоне белоснежной равнины, где из дымоходов уже валил сизый дым, пахнущий березовым и сосновыми поленьями. Крепкий ночной мороз окончательно спал, задремав под солнечными лучами, и на белых шапках крыш заиграли ледяные искры. Я остановился, уверенный, что сегодня никто не в силах испортить мое настроение. Вот сейчас какая-нибудь херня случится, это обязательно. Как только ты... Сейчас, смотрите, давайте. Ни мой персональный мучитель Пятифанов, ни его гадкий прихвостень Бяша. Ни сверкающий нож, грозивший вспороть мне брюхо, как дохлой рыбы. Все кануло в небытие. А откуда-то протяжно замычала корова. Я выпал из секундной неги и двинулся дальше, хрустя снежной периной под подошвами. Высоко над головой плыли косматые облака, в чьих очертаниях угадывались милые сердцу силуэты зверят. Бам! В лоб Полина. Внезапно мне на голову приземлился пушистый снежок, и девичий смех, напоминающий звон колокольчика на весеннем ветру, коснулся моих ушей. Я обернулся в ожидании увидеть ее, мою дорогую проводницу в сказочный мир грез, горячо любимую и обожаемую Алису. Но вместо девочки лисы на протоптанной дорожке позади стояла Полина с неизменным скрипичным футляром в руке. Все, забылись вчерашние слезы? Или когда они там были, неделю назад? Опять Петров ворон считаешь? Конечно. Она заразительно засмеялась и, подбежав, вдруг бросилась мне на шею. Я опешил, утонув в сладком аромате ее духов. Только вчера я был потрясен ее внезапной истерикой, да, значит, вчера. И все казалось, что лучше держаться от Полины подальше. И мне казалось, что лучше держаться от Полины подальше. От ее резких, как качели перепадов настроений от чудаковатого деда. Да нормально, привыкнешь, ничего. Но стоило ей обнять меня, как я сразу позабыл весь кошмар и уже не хотел, чтобы скрипачка меня отпускала. Что с тобой? Блин, сейчас, секундочку. Нормально. Так, она смущенно улыбалась. Я видел блеск в ее васильковых глазах. Дедушка мой, он Чего? Только не говори, что он коньки отбросил. снова может ходить, представляешь? Прикольно. В это даже сельский врач не верил, а он будто назло ему встал и пошел. О, это самый счастливый день в моей жизни, Антон! Что-то его вот омрачить что-то этот день 100 пудов. Вот какая-нибудь херня сейчас случится. Не может так все шикарно быть. Она зарылась лицом в мою грудь, сцепила руки на шее, словно я был для нее больше, чем просто друг. Блядь, ну ты чё, вот тугодум, что ли? Я взволнованно начал озираться. Полина, нас могут увидеть. Вот дебил, блядь. Из-за Пятифанова беспокоишься?
Брось ты это дело. Его и след простыл. Я недоверчиво задвинул Полину, пытаясь понять, розыгрыш это или правда. Ну ты чего, не веришь, что ли? К нам вчера, буквально ночью, старший лейтенант Тихонов приезжал. Так и так, Бяша потерялся, а вместе с ним и дружок его Ромка. Мимо нас прямиком в зимний лес прикатили лыжники. Прокатили или прикатили, ладно. Полина склонилась ко мне, поделилась шепотком, не выпуская спортсменов из виду. Как я поняла, во всех этих исчезновениях Тихонов подозревает Пятифанова. Да, и типа он сам пропал, всех там порезал, все, ну, брехня. Да ладно. О, я тоже не верю. Я сама в шоке. По слухам, у Ромки того. Совсем шарики за ролики заехали. Да я, в принципе, и не удивлена. Что ты имеешь в виду? А ты не знал? Он из проблемной семьи. Даже думать не хочу, что творилось у них дома. Ромка всегда казался мне чрезмерно жестоким, но без повода озлобленным на всех подряд. Теперь чернота, что была у него внутри, выплеснулась через край и загубила множество невинных детских душ, даже его собственную. В это было сложно поверить, но глядя на Ромку, я чувствовал, что приблизительно так все и кончится. Нифига. Пойдем скорее, а то опоздаем. Полина схватила мою ладонь и, весело смеясь, побежала по проселочной дороге. И с каждым шагом, с каждым смешком и шуткой позабытое тепло обволакивало мое сердце. Позабытое. Стоило только одни сутки не видеться, все уже позабыл. Всеобъемлющая влюбленность вернулась ко мне, и казалось, что уже никогда меня не покинет. Креститься надо, когда кажется. Перед входом в класс я попытался отпустить руку Полины, стесняясь, что одноклассники будут дразнить нас женихом и невестой. Наоборот, вышел как... Так, но Полине было словно все равно, и она только сильнее сжала мою ладонь, отворяя дверь. Да, тут детей-то не осталось ни хера. И действительно, избавившись от коварной Катьки, бессердечного Ромки и ехидного Бяши, наш класс словно бы излечился от паразитов, стал дружелюбнее и отзывчивее. Так, блядь, там осталось-то раз-два и обчелся. Никто больше не смотрел на меня залитым злобой глазами. Некому было харкнуть в меня куском жеванной бумаги через полый корпус шариковой ручки. Я сел за свою одинокую парту, когда рядом уселась Полина. Меня это нисколько не удивило. Она была такой очаровательной, что я мог бы назвать ее своей музой. Подхваченный волной вдохновения, я вытащил из рюкзака альбом для рисования. Облизнул грифель карандаша, не выпуская из поля зрения свою модель. Она вновь улыбнулась мне. Что ты задумал? Ща, погоди, я тебя как в Титанике начну рисовать. Спокойствие. Работает профессионал. Я наметил будущий контур обворожительного силуэта. Что-то кожи ты, по-моему, побольше ей пририсовал, да? Заранее. Знаешь, я часто наблюдал за тобой отсюда. И хорошо разглядел твою попу. Она бросила взгляд на мою бывшую парту, смущенно убрала за ушко локон. Правда? Несколькими широкими линиями я обозначил миленькие скулы. Мне никогда еще не удавалось с такой точностью взять пропорции чего-либо лица. Полина. Что, Антон? Она замерла, боясь неверным движением помешать мне развеять волшебство. Наклонись, пожалуйста, сюда.
Куда? Вы показываете более точно. Вот так, да, хорошо. Угу. Вот так, вот так. И вот так еще лучше. О, пошло. Ух ты, ешь твою 20. Задыхаясь от волнения, Полина расслабила узелок шейного платка. Что это опять за порнография начинается, а? Я всегда хотел тебя нарисовать. Жесть, бля, вы в школе, ребята, вы чё? Ну, понимаю, 12 лет-то, в принципе, как раз там уже начинают гормоны-то подыгрывать. Ну, красавчики, ладно, все равно. Наши глаза встретились. О, Антон. Карандаш носился над бумагой, яростно штрихуя тени ее груди. Скажи, ты согласна стать героиней моего комикса? Сладкая дрожь пробежала по ее телу. Она темно закрыла глаза от удовольствия. Томно закрыла глаза от удовольствия. Как долго я ждала этих слов, милый! Милый. От напряжения грифель карандаша не выдержал и, щелкнув, разлетелся на мелкие осколки. Бам! И все. Я не мог поверить, глядя на рисунок. Ужасная мазня смотрела на меня. Там, где секунду назад было лицо Полины, сейчас красовалось бесформенное месиво. Я не сразу понял, что сижу за партой в пустом классе. Пылинки летали в лунном свете. За окном была ночь, и куда-то подевались одноклассники. Полина, ощущение эйфории. На доске кто-то написал мелом считалочку, но стер часть слов. И читалось лишь «Раз-два, зайчик мяса». «Раз-два, зайчик мяса». Дурацкая ухмылка сползла с моих губ. Я встал, ущипнув себя за запястье, тишина была оглушительной. Во рту стоял привкус блевоты, а в ушах звенело, как от нескончаемого вопля, полного отчаяния и ужаса. Эй, кто-нибудь! Вот ему надо прекращать, наверное, таблетки употреблять. Что-то вот они какие-то у него с таким эффектом. Все с каждым разом все хуже и хуже становится. В коридоре роились тени. Я шел мимо заколоченных классов, мимо пятен гнили на стенах и серебристой паутины. Вот и все пропали. А что там, Куплинов пропал? Дмитрий Куплинов пропал, да, там. Элина Мингла, Училка, Бринова Софья, Юджин, Артур Блэксильвер. Прикол. Все попропадали, короче. Цирк Шапито. Я шел так. Да, это я уже читал. Пауки быстро перемещались под потолком. Лампы тревожно мерцали. Ошеломленный, я встал напротив доски объявлений. Портретам Семена и Кати добавились сотни других фотографий. Черно-белые распечатки клеили одну поверх другой. Жуткий коллаж из детских лиц глядел провалами глаз. Не в силах выносить пытку этих внимательных дыр, я выбежал из школы. По двору на дорогу, где шуршала пороша. Это все в объявлениях. Ни людей, ни машин, ни птиц. Низкие облака задевали дымоходы. Окна словно закрасили чернилами. Фотографии пропавших облепили столбы и заборы бумажной шкурой не только детей, но и взрослых. Кажется, все жители поселка стали черно-белыми призраками. На снимках с пометкой «Разыскивается». Кто-то шагает, по-моему. Я брел в тишине по умершей улице. В некоторых домах были выбиты стекла. Ветер хозяйничал, рыская по комнатам. Входные двери качались от его порывов. На штакетинах висели детские курточки, их рукава шевелились, тянулись ко мне.
Пустой поселок, пустая оболочка. Что здесь случилось? В переулке затарахтело, прокидываясь мусорный бак. Что-то промелькнуло в оконных проемах обугленного сельмага. Я побежал прочь от закопченного фасада. За колодцем утробно зарычало. Я ускорился, стараясь не замечать тьмы во дворах, в кровавых собачьих будках, покосившихся сараях. Луна показалась из-за облаков. В изнуряющей тишине что-то пронеслось над головой. Словно кукурузник пролетел с кровли на кровлю, меня накрыла огромная тень. Я рванул направо, в надежде, что меня не заметили. Небольшой зеленый дом впереди, мое убежище. Это Полинин дом, и я, кстати, был прав, что он зеленый. Сходя с ума от страха, я рванул к ближайшей избе. Вот где я найду убежище. В глаза не сразу бросило, что это был дом Полины, где сегодня днем она молила меня в истерике остаться. Подожди, где сегодня днем? Это вчера было. Я толкнул калитку и, пригнувшись, засеменил к крыльцу. Дернул за ручку, двери оказались не заперты. Чик. Silent Hill. Инвалидное кресло выехало из темноты, едва не задев меня. Покатилось, стуча колесами по ступенькам, и застыло у яблони. Я проводил его округлившимися глазами, снова посмотрел в дом. Коридор терялся во мраке, пустые рамы на стенах, стекло на полу. Есть тут кто? Нет, конечно. Ответом было рычание. Из угла в конце коридора высунулась косматая лапа, а следом страшная морда с горящими глазами. Огромный разожравшийся дверь выпал на брюхе, извиваясь, как гадюка, он едва вмещался в коридорное жерло. Протискивался, скобля когтями половицы. Что это такое? Челюсти клацнули клапаном в сантиметре от моего лица. Чудовище застряло в проходе. Лапы били по стенам, словно брызгало из пасти. Я развернулся уносить ноги от кошмара. Горбатый филин, крупнее взрослого человека, приземлился у калитки, закрывая дорогу. Клюв щелкал неустанно. Сбоку вспучился сугроб, и нечто похожее на гигантскую землеройку полезло наружу. Я упал на колени, словно молился этим древним созданиям. Из темной норы выползла скалящаяся в улыбке тварь, драпированная грязным лисьим мехом. Ее хвост лишь позвоночник в ошметках сухожилий, волочился сзади. Вот это приход, конечно. Тела существ ужасно исказились, и я решил, что схожу с ума. Они то казались мне маленькими размером с ребенка, то вытягивались выше любой опустевшей избы. Людоеды нависли надо мной, а в их чревах непрерывно что-то копошилось, как будто искало выход наружу. И чем дольше они взирали на меня, тем шире становились их перекошенные улыбки, их лики смерти. Как же славно мы пировали! Изуродованное чучело лисы облизнулось. Язык показался мне черной скалопендрой, длиннее моего предплечья.
Мерзкое насекомое пробежало между бритвенно-острыми зубами и провалилось в бездонную пасть, способную проглотить весь мир. Будем впредь. В их речи не было ничего человеческого, лишь звериный рык да птичий свист. Но я понимал каждое слово, как если бы мы говорили на одном языке. Как жаль, что ты не поспел за нами, зайчик. Не смог укусить луну. Вы объедали меня, предатели! Ты сам не захотел есть свою семью. Ты ничтожен, братец. Меня от тебя тошнит. Позор! Позор! Неописуемый ужас объял меня, когда хохочущие звери потянули ко мне свои когтистые лапы. Как вдруг нечто, притворяющееся лисой, громко залаяло. Глупцы! Его черед нести угощение. Дармоед! Пусть исполнит предназначение. Зайчик, кушать принеси. К завтрашней ночи ждем места. А иначе... Иначе тебе хана. Иначе мы съедим всю твою семью. Монстры образовали вокруг меня кольцо и завертелись в хороводе. Я закричал. Мелькали глазища, клыки, когти, сливались в вереницу пятен и клякс. Морда лисы вылезла из мельтешащих пятен, в которые превратились в туши зверей. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. Вопль отчаянно, мой вопль загудел, как по закоулкам вымершего поселка. Круг разомкнулся, и я бросился на утек. Будто несся в охотничьи селки. Моя голова трещала. В ней танцевали, врезаясь друг в друга, падая, поднимаясь, снова опускаясь в пляс уродливые образы. Взмахивали крыльями, лезли ко мне в лицо клювами и слюнтявыми пастями. Орали и прыгали так, что кровь вот-вот пойдет из ушей от грохота и криков или от внутреннего давления, раскалывающего череп. Шапка сбилась на глаза, отчего казалось, что небо скособочилось, будто готовая рухнуть крыша. Снег, как побелка, сыпался сверху. Снег как побелка сыпался сверху.
Преследуемый стаей я бежал по пустым улицам, по окоченевшему миру. Оглядывался и никого не видел за спиной. Зажмуривался и шарахался от их ритуальных плясок в моем пылающем сознании. Прижал ладони к ушам, чтобы заглушить шум, чтобы голова не развалилась. Ух! Рассвет я встретил в дебрях леса.